Друзья, приветствую вас. Вечерний выпуск. Давайте обсудим текущие новости, что происходит, что ждать на вечерней сессии. И сегодня поговорим о зеленой энергетике и о том, какое будущее предполагается у компании Tesla. Так, что касается сегодняшней статистики, вышла очень хорошая статистика по США, по PMI. Единственный момент, негативная статистика вышла по индексам менеджеров по снабжению, но там не очень большое отклонение от предполагаемого значения, поэтому оно, видимо, особую роль не сыграло. И плюс позитивная информация по поводу первичных заявок по безработице, их вышло значительно меньше, чем предполагалось. То есть Соединенные Штаты сегодня достаточно хорошие результаты показали. Так, ну давайте вот начнем с графика Викса. Он меня в наибольшей степени беспокоит. Почему? Потому что здесь рисуется разворотная формация, которая указывает на возможное начало роста. Рост Викса, движение вниз по рынкам. Так, далее DAX, немецкий индекс. Но смотрите, здесь ситуация заключается в том, что небольшое снижение сегодня было. Есть два момента. Первый момент, то что здесь у нас фактически получается разворотная формация. И в том случае, если завтра движение вниз продолжается и будет пробитие 13190, то отсюда у нас формируется движение, цель которого будет потестить 13 тысяч. Ну, если такое произойдет, это для Германии и для рынка Европы не очень позитивный момент, хотя пока не критичный. В том случае, если завтра не будет пробития 13190 и закрепления ниже этого значения, вероятно, вот это нисходящее движение, оно сломается, и мы получим проторговку с попытками роста. Так, далее S&P, SFD на фьючерс. Ну, здесь немножко он хандрит. Торгуется он пока высоко, но текущая формация, которая здесь возникает, она указывает на то, что мы можем в конце недели получить корректирующий откат на 3640. Ну и по NASDAQ все хорошо, новые высоты, забирается он все выше и выше. Главное, чтобы он не стал стремительно падать. Так, ну вот сегодня ОПЕК, наконец-то ОПЕК Плюс сгенерировал решение о том, что повышение добычи на 500 000 баррелей, начиная с января, и они запланировали следующую встречу официальную в июне 2021 года. Что-то мне подсказывает, что это слишком оптимистично, и встречаться они будут гораздо чаще. Так, друзья, далее нефть, но сегодня реализовался наиболее вероятный сценарий, это движение на тестирование 49,1. Пока мы до конца не протестировали, не пробили и не закрепились. Соответственно, здесь есть достаточно высокая вероятность того, что отсюда пойдет корректирующий откат, и цель этого отката будет опять же 47-47,5, вот этот диапазон. Сегодня уже, наверное, движение ход исчерпало, поэтому завтра с утра, в том случае, если будет движение наверх и пробитие этого значения и закрепление, мы увидим штурм 50. Вот. Но в пятницу особо активности высокой, как правило, нету, поэтому здесь более вероятен корректирующий откат, ну как минимум на 47,7, а в идеале на 47. Вот сюда вот походить, побродить в этом диапазоне. Ну и, собственно говоря, часовик у нас сейчас и рисует разворотную формацию. Сейчас 21:56 по Москве. Если сейчас пробьем 48,7, то отсюда у нас произойдет коррекционный откат, первая цель которого будет 48,3, вот сюда, вот на это значение. Обращаю ваше внимание, что пока не будет устойчиво пробито 47, ну диапазон 47,5-47, на самом деле уже это 47-47,7. Так, нет, это часовой таймфрейм. Здесь у нас уровень 47,7. Если он не пробивается, то, соответственно, мы торгуемся в этой верхней части. И при соблюдении этого условия, либо в пятницу, либо в понедельник, весьма вероятно продолжение дальнейшего роста с целью потестить и пробить 50. Вот если здесь будет пробой 47,7, то в этой ситуации мы переходим в нижний сегмент и будем торговаться уже от 46,8 до 47,5. Немножко нижняя граница расширилась, она была 47, теперь она стала 46,8, даже 46,75. Так, далее рубль-доллар. USD Tomorrow, часовой таймфрейм сразу беру.
Ну, здесь у нас с опережающими темпами 74,85 не удержалось все-таки. Вот, и поэтому на текущий момент сейчас осуществляется попытка разворота. Целью этого разворота отскок на 75.22, вот сюда вот. Если идет добитие 74.26, отсюда у нас по факту пробоя идет движение в район 73.64, вот сюда вот. Но здесь ключевой момент этого движения — это риск он и слабость доллара. То есть тут нет никакой заслуги в том, что все хорошо, все там отлично, а тут именно слабость доллара, и из-за слабости доллара происходит укрепление в том числе и рубля. Я думаю, сейчас на вечерней сессии мы останемся по рубль-доллар торговаться вот в этом диапазоне от 74,6 до 74,25. Если все-таки будет пробой 74.25, то у нас цель движения это 73.65, вот сюда вот. Так, друзья, далее золото, чикагская котировка. Но смотрите, сегодня вообще по золоту отлично сходили на 1830. Вот, сейчас, соответственно, отсюда развивается движение. Цель этого движения потестить 1847, и в случае пробоя ближайшая цель движения 1854. Вот, но посмотрим, как будет реализован пробой. По логике вещей здесь должен быть еще один коррекционный откат. Наверное, он будет не такой глубокий. Скорее всего, он пойдет на 1836, 1836,5. Вот. Но в целом здесь уже может и какое-то более сильное корректирующее движение быть. Но для этого нужно пробить 1826-1825. Пока я оснований для такого движения не вижу. Скорее всего, здесь проторговка в диапазоне. И отсюда потом по факту тестирования 1847 и пробоя движение вверх в идеале на 1900. Но ближайшая цель 1854. Сегодня я жду, что сейчас разовьется движение вот сюда вот. Это движение не разовьется, если сейчас пойдет откат и будет пробитие 1836,5. В этой ситуации пойдет движение на 1831, может быть на 1830. Так, друзья, далее вопрос был по полиметаллу. Но смотрите, я вот на выходных делал выпуск, там был обзор золота, серебра, полизолота, полиметалла. В общем-то, все, что там есть, я считаю, оно достаточно актуально. Но давайте посмотрим полиметалл, что его ждет в ближайшее время, 1, 2, 3 дня. Так, давайте 4-часовой таймфрейм поставим. Здесь у нас сейчас развивается движение, которое в любой момент может развернуться, и по факту разворота начнется рост. Цель этого роста будет движение на 1734, вот сюда вот. В каком случае здесь происходит разворот? Разворот происходит либо сразу сейчас здесь, если появляется разворотная формация, или в том случае, если идет движение и не происходит пробитие 1630. В этой ситуации здесь формируется разворотная формация, и мы отсюда получаем движение, цель которого 1735-1740. Если здесь возникает пробой, то у нас отсюда генерится импульс движения. Первая цель это будет 1595, но скорее всего пойдет тестирование 1567. Ключевой уровень это 1520-1500. Если он пробивается, то скорее всего бумагу очень сильно высадит вниз. Так, это часовой по полиметаллу. Но смотрите, здесь идет сейчас движение вниз, нисходящий тренд. Но вот от текущего значения до 1635 высока вероятность того, что здесь будет разворот. И после этого разворота движение сначала на 1700, потом на 1735. Так, ну давайте заодно и Петропавловск посмотрим. Дневной таймфрейм. Бумажка очень такая резкая, мощно она ходит. Ну и золото еще в придачу чудит немного. Так, ну ладно. Вот смотрите, сейчас текущая ситуация будет развиваться, я так предполагаю, следующим образом. Здесь либо возникает пробой 31,3, 31,5 вот этого диапазона. Если здесь возникает пробой и происходит закрепление, то у нас в ближайшее время, там дни, недели, может быть 1-2 месяца, отсюда сформируется движение, цель которого будет сходить на 33,5, 33,8. В каком случае этого не происходит? Этого не происходит в том случае, если здесь возникает коррекционный откат,
и будет пробитие 30-29,5. Вот этот диапазон, он в случае пробития приведет к откату вот сюда, вот в эту область. Поэтому у бумаги, конечно, потенциал роста есть достаточно ощутимый. Но здесь надо принимать во внимание, что там есть определенные корпоративные нюансы, которые могут очень сложно и непрогнозируемо оказать влияние. По технике здесь движение вот сюда наиболее вероятно, может быть даже на 36. Как оно будет на практике, посмотрим. Так, друзья, дальше давайте рассмотрим такую интересную новость, которая затрагивает компанию Илон Маска. Но помимо там выступления Илон Маска, когда он предупреждал сотрудников, что акции компании могут просесть, появилась новая информация о том, что возможно, что Илон Маск, его компания Tesla, будет сливаться, точнее поглощать компанию Daimler. Ну, смотрите, на самом деле уже какое-то время назад я обращал ваше внимание, что для Tesla логический путь развития — это слияние с каким-то крупным автоконцерном. Вот. Но японские автопроизводители, наверное, с учетом их специфической корпоративной культуры, они, наверное, не пойдут на такой шаг. Далее, американские, скорее всего, сами будут выбивать тот же Ford из правительства гранты и какие-то преференции для того, чтобы заниматься производством электромобилей. Что еще остается? Остается Volkswagen. Volkswagen — это семейный бизнес, скорее всего, они не захотят подобным образом объединяться с Теслой. Вот. Ну и тут как вариант остается Daimler. Вот, соответственно, Daimler наиболее подходящая и по капитализации, и по иным характеристикам компания, которая вполне может слиться с Теслой. И получится новый такой электромобильный монстр, который будет производить автомобили уже на 2 континента. Почему в данном случае объединение Tesla с каким-то из автогигантов является вполне как бы логичным ходом? Это связано с тем, что, во-первых, клиентская база, во-вторых, определенная сеть, в том числе обслуживание, которую можно переоснастить. И в этом плане Daimler выглядит наиболее удобно и наиболее плотоядным для Tesla. Поскольку такая информация уже появилась в СМИ, наверное, уже переговоры на каком-то этапе происходят. Обычно такие новости вбрасывают для того, чтобы проверить реакцию общества на то, что такое событие намечается. Вот. Соответственно, что здесь примечательно? В том случае, если действительно произойдет поглощение или слияние Теслы с Даймлером, то, соответственно, здесь в таких ситуациях чаще всего акции компании, которую поглощает, но это будет, наверное, я думаю, Daimler однозначно, они обычно растут в цене. И, соответственно, если события будут развиваться по такому сценарию, они могут достаточно хорошо вырасти в результате поглощения. Так, ну и давайте немножко по зеленой энергетике, по водородной поговорим. В Европе поставили цель, что 30 миллионов машин к 2030 году, это всего-то 10 лет, почти ничего, должно быть уже электрических. Так, ну и вот изъезженная тема по поводу волшебного водорода. Водород бывает разный, бывает зеленый, бывает голубой, бывает черный. Это надо полагать африканский. Ну ладно, смотрите, здесь фишка в чем заключается. Они такое деление сделали по, я не знаю, как по частоте или по рукоположности, если это можно так назвать. То есть так называемый серый или черный водород, он получается в результате каталитического сжигания, ну или если точно говорить, окисления различных топлив. То есть это может быть нефть, может быть дизель, а может быть и твердотельные топлива типа угля. Такой водород по их классификации является серым или грязным или нечистым. Следующий так называемый голубой водород, который часто упоминается в последнее время в инвестиционных программах различных российских газовых компаний. Вот. Что такое голубой водород? Это водород, который получается в результате высокотемпературного реформинга природного газа. Там получается, там еще и процедура окисления в небольшом объеме происходит для того, чтобы энергию передавать системе. И поэтому в качестве побочных продуктов получается тот же СО2, углерод или сажа, и получается водород. То есть по побочным эффектам
наиболее неблагоприятный, это тот, который серый. Тот, который синий, он занимает промежуточное по рукоположности положение. И самый идеальный водород — это зеленый водород. Этот водород, который всем водородом водород, он получается в результате электролиза воды под воздействием чистой электрической энергии, полученной обязательно из освещенного зеленого источника. Ну, это, конечно, шутка. На самом деле здесь глобально идет деление по тому, насколько вот это получение водорода, оно требует утилизации дополнительных компонентов, и оно насколько вредно для окружающей среды. Если рассматривать все эти три схемы, то с моей точки зрения, ну, единственное, которой стоит заниматься, это именно только зеленый водород, то, что они называют. Почему? Потому что есть такая штука, коэффициент полезного действия. То есть каждая операция по трансформации туда-сюда, она не осуществляется со стопроцентным переходом, и возникают потери. Помимо потери возникают побочные продукты. То есть то, что мы здесь видим в виде углерода, но здесь это будет сажа. Это будет сажа и будет тот же углекислый газ, от которого пытаются уйти путем трансформации в зеленую энергетику. И поэтому, с моей точки зрения, вот эти все варианты с переработкой природного газа, нефти, водород, они уже изначально сами по себе неправильные и дефективные. Потому что это те варианты, которые дадут те же побочные вещества, с которыми идет борьба. Помимо этого, этих веществ будет еще и больше, потому что коэффициент полезного действия в результате операции, он не 100%. И все это придет к дополнительным заморочкам, усложнениям, сбоям, удорожанию и так далее и тому подобное. Поэтому по моему субъективному, с моей точки зрения субъективный, вот только этот вариант он имеет право на жизнь. Все остальное это то, чем не следует заниматься от слова вообще. Подобные действия были актуальны, допустим, в случае Германии во время Второй мировой войны. Но там, правда, они не водород получали, они получали нефть. То есть смесь углеводородов путем каталитического взаимодействия воды и угля. Но там это было оправдано. У них была нехватка нефти, не было нефтяных месторождений, но был уголь. Они, соответственно, для того, чтобы получать топливо, они проводили вот такие химические операции, которые достаточно энергоемкие. В современных реалиях сама идеология зеленой энергетики, она, с моей точки зрения, напрочь отметает и серый, и синий водород. Так, ну и соответственно здесь, в общем-то, динамика развития энергетики, как будут Европу переводить на зеленую энергетику. Ключевая дата — это 2030 год, потом 2035 и потом 2050, когда планируется уже окончательно уйти от традиционной энергетики, основанной на сжигании ископаемых. Изначально проблема была в стоимости электролизеров и источников энергии, солнечных батарей, ветряных установок, потом электролизеров. И сейчас возникла новая задача удешевления подготовки воды. То есть для электролизера нужна специальным образом подготовленная вода. С одной стороны, она не должна быть дистиллированной, потому что тогда падает проводимость. С другой стороны, там не должно быть определенных примесей, которые негативно влияют на процесс. Вот. Поэтому здесь не все так просто. Так, грубо говоря, нельзя так сделать, что запустить, допустим, морскую воду в электролизер и получать водород, пропуская ток. Или, допустим, взять воду из речки. То есть здесь потребуется еще стадия пробоподготовки, и сейчас над ее удешевлением активно работают. Вот. Но по сути сейчас самая главная проблема в зеленой энергетике — это капитальные вложения. То есть нужны капитальные вложения, нужно финансирование. И все замыкается только на этом. Как только возникает финансирование в необходимом объеме регулярное, весь этот переход, который сейчас кажется фантастическим, он будет очень даже возможным, и вопрос самого ближайшего будущего. Так, ну и вот карта по поводу того, как будет осуществляться зеленая энергетизация планеты. Поступает информация, что Северный поток и Северный поток-2 могут быть использованы для транспортировки водорода. Но на самом деле я слабо представляю, в силу понимания материалов и взаимодействия различных химических веществ с материалами,
потому что водород он требует особых условий транспортировки и эксплуатации. В частности, обычная сталь, если он находится в обычной стали, он может изменять ее свойства, потому что он ее декарбонизирует и нарушает структуру. Вот, поэтому для того, чтобы транспортировать водород, нужны особые материалы. Желательно это сплавы из цветных металлов или, возможно, даже керамика. Так, друзья, ну давайте напоследок рассмотрим акции Tesla, недельный таймфрейм. Возможно, старик Маск неспроста говорит по поводу возможности обвального падения, потому как на недельном таймфрейме здесь рисуется фигура, которая указывает на возможность очень сильного отката в район 400-420. И те сделки, которые происходили на этой неделе, на предыдущей неделе, они указывают на то, что такой разворот и такое движение может реализоваться в ближайшее время. Но это противоречит духу Рождества и Нового года, и поэтому, возможно, будут какие-то меры предприняты для того, чтобы все-таки удержать ее в диапазоне 540-605. В том случае, если пойдет коррекционный откат и будет пробито 540-520, вот этот диапазон, я предполагаю, что в этой ситуации может развиться очень сильный корректирующий откат. У него первая цель движения будет вот сюда, вот на 460, а в идеале сходить на 409 и потом 350. Текущая картина, она достаточно напряженная с моей точки зрения, но учитывая маркетинговые магические способности Илона Маска, возможно, он еще что-то придумает, и мы увидим движение уже на 1000. Такое тоже нельзя исключать. Вот. Но с точки зрения здравого смысла и технического анализа, мне кажется, мы вот подошли к некой такой точке, где нужно либо какую-то глобальную идею заявлять, например, там объединение с автоконцерном каким-то крупным, или здесь уже может быть вполне корректирующий откат. Так, ну и что касается 4-часового таймфрейма по Тесле, на что хотел обратить внимание. Вот здесь идет сейчас поджатие к верхней границе, которая заканчивается 608-609. Вот либо будет пробой этого диапазона и уход наверх, вот, или же мы в ближайшие дни получим отбой, и, соответственно, здесь будет движение. Первая цель коррекционного отката это 556, 550, вот сюда, вот в этот диапазон. Возможно, с Даймлером уже ведутся переговоры, и, собственно говоря, вот эта новость, она может привести на фоне определенной эйфории к дальнейшему росту. Хотя, опять же, обращаю внимание, что чаще всего наибольший эффект в части роста стоимости акций происходит именно с той компанией, которую поглощают. В данном случае Tesla будет поглотителем, а не поглощаемой. Вот. Но учитывая возможный синергетический эффект, акции компании с учетом маркетинговых способностей Маска могут вырасти еще. Вот. Поэтому я склоняюсь к тому, что сейчас, скорее всего, движение в диапазоне, пробитие на объеме будет из диапазона выбивать. С учетом новости по Даймлеру вполне может быть потянут и повыше, но вот у меня сразу напрашивается пробитие нижнего диапазона и коррекционный откат хотя бы на 500, как минимум по 4-часовому таймфрейму. Все, друзья, спасибо за внимание.